Приветствую всех зрителей на нашем канале. Сегодня у нас очередное видео, и видео у нас будет о двигателе ОМ501 ЛА. Какой там Евро-3, да, Сергей? Да. Евро-3. Значит, предыдущее видео про 501 мотор оказалось достаточно популярным, самым популярным видео на канале. Посмотрело его 2,5 миллиона человек на тот момент, когда я снимаю данное видео. Значит, в том видео мы не показали сборку, а в комментариях люди очень много оставили пожеланий, чтобы мы сняли сборку данного мотора. И вот как раз подвернулся вариант. И будем снимать, наверное. Значит, буду снимать я левой рукой, потому что правая у меня чуть-чуть это. Надеюсь, видос нормально зайдет, не будет болтаться ничего. Так, давай это. Попробуем, да, полностью снять, что сможем, конечно. Так, по идее, машина приехала на полную капиталку с пробегом 1 755 000. Не видно, чтобы там что-то где-то делалось, может там какие-то банальные там турбины мененные, ну, что-то делалось. Но в итоге у него повышенные картерные газы, расход масла большой. Ну и компьютер, мы сейчас сделали компьютерную диагностику, показал компрессию. То есть, ну, не очень хорошую в некоторых цилиндрах. То есть какие-то еще нормальные, какие-то нет. Сейчас мы убедимся еще в этом. Снимем форсунки, посмотрим эндоскопом, состояние оценим, и тогда уже будем снимать и капиталить. Ну что, приступим тогда? Да, приступаем. Это какой-то мерсовский специальный? Да, мерсовский. Масло из-под сапуна. Из-под корпуса сапуна горник у нас висит. Не работает. Да, здесь уже все заглушено. Ну, здесь видно потеки. То есть машина после мойки помылась, вот немножко поработала, там прям видно свежее масло. Видно, да, что где-то там, ну, с той стороны, наверное, больше видно, вот в этом месте, потеки. То есть это вот с этого, с корпуса сапуна течет там прокладка. Скорее всего, дубовая прокладка просто, и она уже течет. Значит, мы с чего приступаем? Значит, нам нужно... Сейчас снимем паук, снимем клапанные крышки, ну, паук, собственно, впускной коллектор. Снимем клапанные крышки и будем доставать форсунки. Поехали. И это, если будет какая тема, то есть, ну, если у них есть какие-то больные места в процессе ремонта, да, ты ну, обращай вот внимание. больное место первое. Какое? Резьба срывается вот в этом месте. Да, именно часто, да. Вот я сейчас начал крутить, оно уже накручено. Почему? То есть он не держится. Ну, там в алюминий, в корпус масляного фильтра. Ну, это вот корпус теплообменника. Вкручивается в алюминий, ну и часто срывают, тянут. То есть эти тянутся в металл, и это также начинаешь тянуть, он срывается. Вот, для удобства снятия паука, то есть вот этого, я откручиваю сюда бачок. Масло. Ага, масло у нас в впускном коллекторе. Турбина у него новая, видимо, да? Мененная. Ну, похоже, что да. А здесь, скорее всего, вот отсюда сапуна. То есть, когда мы здесь кроем, увидим масло. То есть, отсюда сапуна кидает масло на турбину. Турбина сюда. И здесь, соответственно, тоже другое. Холостых, когда стоит, то есть нормально. Далее снимаем топливные трубки. Морковки снимаем, так называемые. Морковки выдергиваются. Берем одну трубку топливную и с помощью дергаем. 16 голову и откручиваем. Режим форсунки. Взяли специальный съемничек. Как он здесь просто вкручивается? Да, вот, центр. Снова повторяюсь и в этом видео, потому что много звонков поступает от клиентов, от зрителей. Где вы взяли такой съемник, где купить такой инструмент. Повторяюсь, у нас на территории есть магазин инструментов. Ссылка на него в описании. Можете посмотреть ценники, что к чему там. Обращайте внимание, смотри. Форсунка. Угу. Есть форсунка. Угу. Здесь. То есть это вот этот вот, ну, как он называется, грибочек, то есть шайбочка.
втулка, я не знаю, как ее еще там назвать, ну, то есть она иногда остается в голове, то есть на этих двух осталось в голове, здесь вышло, соответственно, не забывать их потом оттуда достать. Так что Берем хорошо уже успеем всем известный глянуть. прибор. Honda же есть, но вот пролысинка есть. Пролысина прям вот нормальная до самого верха. Хорошая. В шестом 80 компрессия. Масло, конечно, да, масло жжет. Все-таки присутствует, у него картерные газы повышенные, может быть проблемы с кольцами какие-то есть, там где-то сломано, хрен их знает. Поэтому сейчас мы можем проверить только фальш-форсункой. Цибинка. Вот это звук уходит через кольца вниз. Это клапана, да? Впускной клапан пропускает воздух. Ну, 680. Хорошо тут выходит. Вот она и потеря компрессии. Ну и плюс через кольца это всегда. Далее мы соединяем все патрубки, да? Да. Ну здесь никаких сложностей при снятии радиаторной группы не должно возникнуть. Патрубки сняли, открутили по бокам болты как бы и достали. Снизу еще две трубки. Снизу еще две трубки, которые масло охлаждения коробки. Антифриз слит. Соединяем проводку, которая идет на двигатель. Проводку вытянули. Друзья, ну вот, собственно, двигатель снят.
Все запчасти отправляются в мойку специальную. Здесь мы будем все мыть. И блок, и все навесное оборудование. С химией специальной, да, она в горячей воде отмывается. Там пролысина вон там. Да, большая видна. Следующим. Здесь пролысина. Здесь что-то есть. Естественно, да. Снизу, да. Подшипник шелестит. Пружины. Так, оно в целом еще толстая, широкая, но пружины уже долбасило хорошо. Неприятно. Почему-то. Оригинал или нет? Что-то попалось сейчас. Мерсовский оригинальный. 26.08.06. По бокам. Уже перегреты. Второй должно быть вообще, оно новое, когда второй ломается сразу. Идем нам всем уже известное место, несем сюрприз. Поэтому... Механические форсунки и полдосицы.
Пачкать нам. Как красиво. У нас Bosch сервис дизельный. Зованный. Надо чинить, конечно, вы еще не починили нам? А что, тут добро не давал? Вообще не Так, первая серия у нас подошла к концу. В следующей серии что мы сделаем? Мы покажем, что мы будем менять, соберем мотор, На сборку, да, и уже, запустим его. ну, либо в следующей серии, либо еще одну, то есть на установку, запуск. Ну и посмотрим, сколько стоил ремонт данного мотора. Значит, сразу хотелось бы ответить на некоторые комментарии, которые будут писать, что при разборке под блоком лежит это самое, что, опилки. Пилы, да, немного у нас там страшненько, но мы уже знаем, что мы двигатель разбираем полностью, и поэтому там везде все равно масло антифриз, ну, вытекает. Ну да, блок вращаешь, оно все равно Да. в каналах что-то остается, В и любом каждую случае, капельку мы уже убирать. полностью разобрали уже все, потом в мойку, это будет в следующем видео, что это мы все моем в мойке у нас специальной, там все будет мыться, каждая запчасть есть присутствует. Здесь как бы не будешь каждую капельку вытирать под Ну, мотором. да, ну, какой постоянно, смысл? постоянно убирать и все такое, потому что ну, уже разбираем уже полностью. Если там частичная разборка, еще ладно, чтобы никуда ничего не попадало, лишние опилки и так далее. Ну, а здесь полная разборка все равно моется. Все, всем спасибо за просмотр. Следующую серию я уже монтирую, поэтому сборку. Скоро будет, да. Да, все, всем счастливо. Смотрите, следите.